От ситуации на музыкальном рынке проведем к ситуации на непосредственном рынке. Вот мне недавно попалась очень хорошая статья, газета «Известия», о ситуации с российскими интернет-магазинами. Статья большая, много всего там интересного. Суть ее сводится к тому, что большинство крупных интернет-игроков, такие как Озон, Inter.ru, KupiVip.ru, Wikimart и многие-многие другие очень крупные интернет-проекты, они уже несколько лет наращивают свои убытки. Например, там у компании Озон чистые убытки по прошлому году составили более 600 миллионов рублей. А некоторые компании, вот Inter.ru, например, у них 6 миллиардов выручка, из них они заявляют о 4 миллиардных убытках. Это очень серьезная цифра. Откуда? Цифра выглядит немножко непонятно здесь, да, но за счет чего они берутся? То есть инвесторы, как правило, это западные инвесторы, продолжают инвестиции в эти магазины. И эти магазины любой ценой стараются нарастить выручку. Я считаю, что они просто планируют увеличить долю рынка любой ценой. В конечном счете кто-то из них разорится, за счет этого они планируют повысить маржу, повысить розничную цену и когда-нибудь это все купить. Но, к сожалению, как показывает западная практика, компания Amazon, крупнейшая, у которой там больше $1 миллиарда оборот, она до сих пор тоже убыточная. Эти мечты не совсем состоятельны. Еще интересный слайд. Не все магазины работают, естественно, в убыток. Вот есть 2 магазина интересных, они называются холодильник.ру. Может быть, многие покупали пылесос или холодильник в нем. Это очень хороший магазин, я знаю его владельца. Они очень правильную политику ведут. И вот они в прошлом году, у них была прибыль. Не просто убытки, а прибыль. Но очень сильно увеличились расходы. В моем магазине тоже расходы очень сильно растут в последнее время. Еще вот магазин есть один, lamoda.ru. В последнее время я знаю, что вот эти 2 магазина объединились. По крайней мере, на сайте холодильник.ру предлагается продукция, женская, скажем так, Ламода, которая торгует вещами, с 15-20% скидкой. Я не знаю, торгует ли магазин Ламода холодильниками, это надо спросить у женской части нашей аудитории, но такое вполне возможно к концу года, когда будет немножко хуже, чем сейчас. Тут вот такой показательный достаточно график, то есть для электронной коммерции крупных интернет-магазинов сокращение продаж даже на 15% очень критично. Так как, во-первых, они берут очень большие кредиты в банках, и нужно отбивать, во-первых, кредит, во-вторых, у них был план развития, в который не вкладывался потенциальная ситуация политическая, которая сейчас происходит, не вкладывался падение продаж очень конкретное. И накладывается это все друг на друга. То есть я считаю, что к концу года будут наращивать свои убытки. В ноябре, в декабре вряд ли будет благоприятная ситуация с продажами. Мы все знаем, что за последнее время в России очень много туристических агентств обанкротилось. Около 20, насколько я знаю. И вот первый крупный интернет-ритейлер, который буквально неделю назад заявил о своем банкротстве, это магазин, который называется «Белый ветер», он же digital.ru. Они объявили о своем банкротстве, и их долг поставщикам составляет порядка 7 миллиардов рублей. При этом активы их только где-то около 2 миллиардов, то есть 5 миллиардов рублей они должны. Мне эти все цифры интересны, я стал копать историю 2-3-летней давности. Это публичная компания, дает свои цифры в открытый доступ на рынке. Например, в журнале «Коммерсант» можно почитать. И получается, что имея 170 магазинов, выручка одного магазина была порядка 1 миллиона рублей у них. В среднем у них магазин 100-метровый, а средний процент накрутки порядка 5%. Но вы представьте, с миллиона 5% это 50 тысяч рублей. Возможно ли оплатить аренду 100-метрового магазина и персонал, который там работает, зарабатывает 50 тысяч рублей? К сожалению, такая вот ситуация сейчас на рынке. Когда мы все поговорили про ситуацию, перейдем к тому, что сейчас творится вообще в поисковых системах и в интернете в целом. Вот очень наглядный слайд я нашел, как ведет себя потенциальный покупатель, когда видит результаты выдачи в поисковой системе. Вы все пользуетесь поисковиками и знаете, что первое место всегда все тыкают и все смотрят, что же там интересное. По моей статистике, около 80% нажимает на первую выдачу, которая в результатах поиска.
Второе, третье место — это уже около 40% на второе, третье место нажимает. Дальше вот то, что называется бесперспективняк, это уже около 10. То есть каждый 10-й добирается до 4-го, 5-го, 6-го места в поисковой выдаче. Ну, а все, что дальше, это только тот, кому очень что-то, ну, очень нужно, да? То есть он не смог найти на первых местах. И сколько существует интернет, идет борьба, так называемая добро со злом. Понятно, желание владельцев интернет-магазинов, ну или вообще любого сайта, не обязательно что-то продавать, а что-то представлять в интернете, быть на первых местах выдачи. И, соответственно, поисковые оптимизаторы, как только появился интернет, они придумывают разные хитрые алгоритмы для того, чтобы попадать на эти первые места. И зачастую эти алгоритмы, они не только бесполезные для конечного пользователя, они еще бывают и опасные. Итак, я выделил две стороны такие, добро и зло. Если вы владелец магазина и развиваете свой интернет-сайт, и вы окажетесь на черной стороне, если в методах продвижения вы будете использовать, ну, первое, это сверхплотный посев ключевых слов. Многие, наверное, видели, когда SEO-оптимизаторы пытаются написать какую-нибудь статью, например, возьмем там синтезаторы Casio. В нашем магазине есть синтезаторы Casio, есть синтезаторы Casio STK, есть синтезаторы Casio, и вот так вот идет. Ключевое слово используется через каждые там 3 слова. Намеренное дублирование контента, когда у каждого товара есть по 2, по 3 страницы. Это тоже очень плохо. Сокрытие реального содержимого страницы, клоакинг. Если сказать простыми словами, это когда на заборе написано слово из 3 букв, а там лежат дрова. Вот это называется клоакинг. Да? Не то, что вы ожидали увидеть. Участие в схемах накрутки ссылок. Это есть специализированные сайты, SEO и так далее. И ссылки на сайты, не имеющие отношения к делу. Но все за последний год-два очень сильно изменилось. Как видите из графика, вот, например, пользуемся Яндексом 54 миллиона человек. Это вот такая аудитория у поисковой системы Яндекс. А аудитория, например, ВКонтакте сейчас составляет 120 миллионов человек. Это очень показательно, потому что это практически там в 2,5 раза больше, чем Яндекс. У Фейсбука в России 9 миллионов человек, у Гугла, Google Plus имеется в виду, порядка 20 миллионов человек в Одноклассниках, 70 миллионов. Все, если это сложить, это многократно превышает вот поисковые системы. То есть сейчас люди ищут интересующих вещи, товар, услуги и так далее через социальные сети. И, естественно, поисковые серьезные системы не могут не учитывать так называемые поведенческие факторы. Это именно как человек зашел на сайт, сколько он там провел времени. Социальные сети отслеживают место его расположения, его возраст, его интересы, ну и так далее и тому подобное. И сейчас получается такая ситуация, что вот раньше для поисковой оптимизации использовали разные роботы-индексаторы, агрегаторы, контент-воры и прочий там как бы бинарный и скриптовый мусор. Но за последний год-полтора что Google, что Яндекс кардинальным образом переделывали свою выдачу, и сейчас это уже не влияет на выдачу, на ранжирование. И если вы хотите оставаться в этом бизнесе, вам нужно будет переходить на белую сторону. Итак, вы окажетесь как бы на белой стороне, если, первое, у вас привлекательный дизайн, здесь комментариев излишне, у вас свежий интересный контент. Прежде всего, это анонсы, которые нужно писать о новых товарах, о новых веяниях и так далее и тому подобное. У вас собственное описание и фото на свои товары. Как правило, все интернет-магазины просто берут и у дистрибьютора тупо копируют, вставляют. Сейчас это очень плохой способ, если вы хотите оказаться в первых местах выдачи. Дальше. Вы делаете видео к своим товарам, обучаете, развлекаете покупателей. Это очень важно. Вы используете сервисы социальных сетей. Очень важно вставлять различные виджеты к себе на сайт, чтобы люди могли не перерегистрироваться, а использовать свои пароли от контакта. Мало кто помнит огромное количество паролей, все пользуются, как правило, одним и тем же. У вас есть мобильная версия сайта, ваш сайт быстро грузится и нет технических ошибок, ну и вы думаете как лидер. Это последний пункт, он, естественно, самый трудноосуществимый. Пару слов о том, что вот придумал Google и придумал Яндекс. Google придумал 2 алгоритма, которые запустил около года назад. Они называются Panda и Penguin. И оба этих алгоритма, они занимаются тем, чтобы отлавливать сайты, которые не удовлетворяют нынешним запросам. Но делают это немножко по-разному. Вот Panda, он
вылавливает веб-сайты, не обеспечивающие пользователю достаточное удобство работы, то есть медленные, с техническими ошибками сбитыми, ссылками там, и так далее. А Google Penguin отслеживает тот, кто использует разные вот методы типа клоакинга или накручивания ссылок. И такие сайты сейчас как бы банятся Google. Яндекс тоже не отстает от Гугла, и с начала марта, прежде всего в московском регионе, потому что подавляющее большинство коммерческих запросов по коммерческим товарам, оно идет именно в московском регионе. Они отключили ссылочное ранжирование, то есть все ссылки, которые, допустим, кто-то накручивал, кто-то не накручивал, которые вот существуют, они оказались практически неработоспособными. В некоторой степени Яндекс учитывает их, всего у них 850 факторов, которые они учитывают. Это слишком сложно для понимания. Но основной фактор, вот ссылки, они сейчас не учитываются. К чему я это все просто говорю? Что больше всего в этой ситуации пострадали и пострадают владельцы сайтов, которые существовали только за счет покупки ссылок. И если смотреть краткосрочную и долгосрочную перспективу, то нельзя сейчас экономить на продвижении сайта. Давайте попробуем вот сейчас разобраться, что движет потенциальным покупателям и что мы должны сделать, чтобы заполучить покупателя. Я вот здесь привел довольно-таки сложную схему, которую я позаимствовал в одной из лекций, которую делал Google. Здесь указано значками все то, что интересно, по их мнению, потенциальному покупателю. То есть вы можете по-разному строить стратегию развития своего сайта, но обязательно должна быть развлекательная часть. То есть прежде всего, когда клиент попадает вам на сайт, его нужно заинтересовать. И заинтересовать его могут конкурсы, игры, опросники, видеообзоры, все что угодно. Ваш сайт должен вдохновлять, или товары, которые на нем находятся, должны вдохновлять. В частности, это эндосимент. Какая-нибудь гитара, на которой играет кумир, это все может заинтересовать потенциального клиента. В вашем сайте должно быть обучение, то есть в это входит, опять же, видеообзоры, пресс-релизы, какие-то тенденции, пособия, инструкции на русском языке, все что угодно. Но, естественно, ваш сайт должен убеждать, то есть это прежде всего спецификации цены, расчет какой-то стоимости товаров и услуг и так далее.